Сегодня мы будем говорить о принятии Верховной Рады 3 июля закона об основах государственной языковой политики, согласно которому русский язык становится региональным в 13 из 27 областей Украины. Спор вокруг закона фактически перерос в новый виток противостояния. Парламентский спор фактически перерос даже в политический кризис. В преамбуле, которая прозвучала из Москвы, было сказано о политическом кризисе. Сразу хочу сказать, что речь о политическом кризисе на самом деле не идет. То есть, в принципе, украинский парламент как работал, так и работает. Имело место эмоциональное заявление главы Верховного Совета о намерении подать в отставку. Он сказал об этом с трибуны Верховного Совета, но на законодательном процессе это никак не отобразится. Я только что приехал из парламента, завтра парламент будет еще работать, закроется законным образом сессия Верховной Рады, и следующая начнется в сентябре месяце. Теперь, что касается самой сути закона о языках. Действительно, вот я на него посмотрю с ракурса украинской оппозиции. Вот украинская оппозиция, политическая судьба снова оказалась благосклонной. Оппозиция абсолютно проиграла ситуацию с Харьковскими соглашениями. Оппозиция проиграла ситуацию с реставрацией Конституции 1996 года. Оппозиция проиграла ситуацию с так называемыми политическими заключенными, которых политическими заключенными позавчера же назвал уже и Страсбургский суд. И вот, в принципе, закон о языках, который на самом деле никак не влияет на ситуацию с языком украинским и, в принципе, мало помогает языкам национальных меньшинств. На самом деле речь идет не только о русском языке, но и о языках других национальных меньшинств в Украине. Вот этот закон вызвал огромное эмоциональное напряжение и действительно вызвал общественный резонанс. Общественный резонанс, в общем-то, как понятно, связан с общим отношением к деятельности партии регионов и к тому, не к смыслу закона претензий больше, а к тому, как закон был принят в Верховном Совете. Мы имеем ситуацию беспрецедентную, когда институт президентства в Украине впервые был использован как механизм политического мошенничества. Вы помните, что некоторых депутатов, которые категорически выступали против этого закона, включая и главу Верховного Совета, пригласили в администрацию президента, и в этот момент очень быстро, без обсуждения, коммунист Адам Мартынюк поставил закон на голосование. Таким образом, как мне представляется, партия регионов сильно проиграла, приняв этот закон, потому что она какой-то период времени выступала как общенациональная политическая сила, а сейчас она себя отбросила на те позиции, с которых она выступала 2-3 года назад. Полагаю, президенту будет сложно сейчас принять решение о подписании закона, именно в силу того, что как раз-то президент выступает общенациональным лидером. И его политическая сила в центральных и западных регионах публично обращается к нему с просьбой, в том числе, кстати, через телевизор и через другие средства информации, с просьбой закон не подписывать. Таким образом, партия регионов своего неформального лидера поставила в такую сложную политическую ситуацию, но для Украины это не впервые, поэтому особых угроз политической стабильности я, честно говоря, здесь не усматриваю. Нет никаких политических последствий от этого закона. Никто ничего не проиграл, никто ничего не выиграл. Одни замутили воду, другие выпустили пар, и неслабо уйдут все отдыхать на пляже. Потому что закон – это в лучшем случае первый шаг к языковой федерализации Украины. Для того, чтобы его внедрять в жизнь, нужно еще в 13 регионах, где живут русскоязычные население, нужно провести референдум и определить, что там больше 10%, а потом начинать внедрять в жизнь. И есть извечный русско-украинский вопрос, где деньги ЗИН. Денег на внедрение этого закона в бюджете нет, и они не предвидятся, потому что мы выхаркиваем Евро-2012. Это первый момент. Единственное, что здесь тактически грамотное, это сделала партия регионов. Она провела красиво этот закон до начала избирательной кампании. Теперь она может всем своим людям говорить: вы видите, мы же не используем это под выборы, мы это выполнили, когда предоставилась такая возможность. И, конечно, они сделали шикарный подарок в кавычках оппозиции. Оппозиция ломанулась протестовать, а сил нету. Пар выпустили и до свидания. Закон, а кроме того, борьбу против этого закона не поддержало население, потому что, по большому счету, оппозиция воюет ведь не за украинский язык, а против русского.
А это абсолютно неконструктивная позиция, и поэтому все закончится пшиком. Ну, в общем-то, как все глобальное, именуемое нашей оппозицией. Развиваются две легенды, с моей точки зрения, не имеющие отношения к действительности. Эти две легенды можно так грубо обозначить так. Первое. России очень нужен этот закон, и она заставила своих сателлитов в виде партии регионов на Украине его принять. Это первая такая замечательная легенда. Вторая замечательная легенда о том, что теперь язык будут менять на газ. Вот так как бы все сделано для того, чтобы теперь, так сказать, вот мы вам подарили, мы вам в России подарили русский язык, вы теперь нам должны подарить скидку на цену на газ. Так вот, мне кажется, обе эти легенды не имеют под собой никаких оснований. Первое. Безусловно, с гуманитарной точки зрения, все вменяемые люди в России рады, что этот закон принят, как первый шаг действительно по все-таки предоставлению равных гуманитарных прав всем гражданам Украины, как говорящим на украинском, так и говорящим на русском, говорящим на крымско-татарском и даже на венгерском языке. Это замечательно. Другое дело, что действительно господин Фисенко абсолютно прав, что реализация закона – это отдельный вопрос, и тем более отдельные, что называется, деньги, которых нет. Вы правы. Но, в конце концов, до того, как он был принят, не было и разговора о том, что на этот закон денег нет, потому что закона не было. Это уже какой-то шаг в правильном направлении, будем говорить. Надо сказать, что русскоязычные граждане Российской Федерации, о которых в первую очередь должно печься российское правительство, имеют в соответствии с Российской Конституцией все возможности для пользования, изучения и так далее русского языка. И для российского руководства этого вполне достаточно. А все остальное – это только, так сказать, радость за тех людей, которые на Украине, вне зависимости от их национальности и этнического происхождения, пользуются великим могучим русским языком. И не более того. Второе, по поводу, так сказать, обмена языка на газ. Коль скоро это так, если мы развенчиваем первую легенду, то под собой никакого основания не имеет и вторая. Я надеюсь, а в чем-то я даже уверен, что российское руководство не рассматривает принятие этого закона как некий подарок России. Оно рассматривает это как некий подарок русскоязычным гражданам Украины. А коль скоро так, коли подарка нет, то нет и ответного действия в виде снижения цен на газ, о котором, так сказать, можно говорить. Вот мне хотелось бы, чтобы все-таки на Украине четко понимали, что легенды в средствах массовой информации – это хорошо, но строить политику на основании этих легенд было бы опрометчиво. Вспоминая слова одного нашего известного политика, все-таки мухи надо держать отдельно от котлет. А потому, конечно, это два разных вопроса. Вопрос о влиянии борьбы вокруг известного законопроекта на внутриполитическую ситуацию в Украине и отдельно вопрос о гуманитарной миссии, которая связана с защитой прав русскоязычного населения Украины и с поддержанием нового статуса русского языка, который уже можно говорить, что этот шаг на пути к языковой федерализации Украины. В этом я совершенно согласен с нашими коллегами из Киева. Честно говоря, внимательно изучая украинские СМИ, всех ведущих политологов, многих из которых я знаю лично, создалось впечатление, что сам вопрос о сути законопроекта мало кого волнует, по большому счету. Потому что основные комментарии выстраивались по поводу того, а как это скажется на политических перспективах партии регионов в преддверии избирательной кампании, удастся ли оппозиции использовать тот мощный
взрыв протестных настроений, которые социологи уже каким-то образом успели зафиксировать в западных регионах страны и так далее и тому подобное. То есть те вопросы, на которых строится судьба украинского политологического сообщества, поскольку не было бы Януковича, партии регионов, не было бы Тимошенко и, значит, Тягнебока, не было бы что обсуждать, по сути дела. Но к самому законопроекту, к его сути и содержанию, это имеет самое посредственное отношение. Потому что это вопрос получается так, что законопроект – это только инструмент, и содержание его абсолютно никого не волнует. Многие даже, по-моему, те, кто писал об этом, не уяснили себе, что речь идет не только о русском языке, вообще-то говоря, но и о других языках, которые тоже могут быть использованы как языки, значит, региональные. И отсюда я не думаю, что нам с Владимиром Леонидовичем стоит обсуждать этот вопрос, поскольку здесь сидят в киевской студии профессионально занимающиеся этим вопросом люди, которые сами расставят акценты и со временем четко определяют, кто от этого выиграл, кто проиграл из числа основных политических сил Украины. А теперь, что касается второго вопроса, на мой взгляд, главного для России. Если Харьковские соглашения – это тот вопрос, который, или та отправная точка, которая кем-то была названа российско-украинской перезагрузкой, то вот на мой взгляд, не состоявшейся, по сути дела, в силу целого ряда причин, то непринятие даже законопроекта, а по сути дела первый шаг его окончательного принятия, потому что еще свою позицию должен высказать Янукович, еще должны, как здесь совершенно справедливо отметили, решить вопрос по финансированию в регионах, как это будет все осуществлено. Так вот, этот шаг, по сути дела, в России воспринят достаточно спокойно, как выполнение партии регионов и президентом Януковича предвыборных обещаний, которые были озвучены не только перед последней электоральной кампанией, но и звучали на протяжении последних, по крайней мере, 8 лет. А если брать эпоху Кучмы и первую его, значит, каденцию, то уже можно считать, что из середины 90-х годов. А когда ожидания затягиваются, то особой радости, честно говоря, от того, что что-то свершилось, в этом плане не испытываешь. Поскольку вопрос о нормальном цивилизованном решении прав русскоязычного населения искусственным образом превратился в вопрос, вокруг которого строятся политические баталии между партией власти в ее нынешнем составе партии регионов и оппозицией всех мастей, какие только можно, от националистов и до, так сказать, вполне меняемых политиков, выбравших путь европейской интеграции. И получается так, что мы все равно говорим не о том, что Россия должна, чем она должна помочь, допустим, с точки зрения развития русского языка, превращения его в более привлекательный язык, бизнес-коммуникации, то есть заинтересовать Украину тем, что русский язык по-прежнему выполнял важнейшую функцию интеграции, коммуникации. А говорим о том, а как это сыграет на тех политических картах, которые сейчас лежат на столе у Януковича или у представителей оппозиции. И вот это очень грустно и печально, коллеги, потому что мы подменяем политтехнологиями, мы подменяем текущими тактическими ситуативными задачами вопросы стратегии двухсторонних отношений. Какое место в них занимает тема русского языка? Занимает ли она вообще там какое-то место, как и все остальные вопросы гуманитарного, социокультурного сотрудничества? Или все подменяется вопросом газ, экономика, Брюссель, Москва? Если так, тогда я боюсь, что в скором времени нам будет не о чем другом говорить, кроме как о том, кто, значит, пустил слезоточивый газ и не пострадал ли об этом при этом уважаемый Виталий Кличко. Но эта тема, как мне кажется, она настолько незначительна в сравнении с тем комплексом глобальных вопросов, которые вытекает из гуманитарных отношений между Россией и Украиной, что, конечно же, я думаю, что любой здравомыслящий человек скажет, да, надо говорить именно о том, что касается самой сути этого закона, и способен ли он, в принципе, изменить отношение к русскому языку со стороны населения Украины и к русскоязычному населению, к его правам со стороны украинского политического класса.